Модельки сейчас, да и машинки стоят очень дорого. И я решил вам в этом помочь, ну и самому интересно посмотреть. Сегодня будет рубрика, ребята. Сегодня будет рубрика модельки машин до 200 рублей. Короче, очень много разных я прикупил. Сейчас я вам выложу, покажу. Очень много. Посмотрим, какие модели можно, что вообще возможно купить за сумму до 200 рублей. Здесь модельки начинаются от 160 рублей. Вам, наверное, не видно, да? Сейчас чуть-чуть вот так сделаем. Сколько их много здесь. В общем, от 160 и самая дорогая, по-моему, около 190 рублей стоит. Интересно? Формат видео, если будет интересен, ставьте лайки, пишите комментарии. И я, ребят, сниму в следующий раз тогда, ну не в следующий выпуск такой тематический будет по поводу моделей, например, до 300 рублей. Здесь до 200 рублей, потом до 300, потом пойдем так далее до 500. И, ну, если формат зайдет, да, буду продолжать его, пока не надоест. Короче, очень много разных моделечек. Будем с вами вместе открывать и смотреть. Вот такая вот гора. Ну что, давайте открывать вот эту серию. Собери всю коллекцию. Первая такая модельчика. Это, ребята, понятный автомобильчик, в принципе, Нива. Вот так он перевернутый. Моторград фирма делает. Инерционный механизм, литые детали, реалистичный внешний вид. Вверх тормашками машинка у нас лежит. Сейчас мы ее, достанем. Привязанной резиночкой. Дверки, смотрю, не открываются. Но, повторюсь, здесь у нас, ребят, модельки за 200 рублей. У нее звуки, что ли, есть еще? Или мне показалось? Показалось, конечно же. В общем, вот такая вот Нива. Смотрите. 0,3. Скорая медицинская помощь. Оптика задняя. В общем-то, у нас просто, да, идет. Даже не окрашено. Внутри салон. Ну, обычный там салон. Ничего особенного такого. Сверхъестественного здесь нету. Передняя часть. Оптика также выполнена из пластика. Просто здесь решеткой 0,3. Ну и все такая литая. Отлитая модель. Есть инерционный механизм. Резиновые, кстати, покрышки стоят. Снизу вообще ничего нету. Отставляем ее в сторону. И поехали дальше. Давайте вот в этом посмотрим пакетики, что у нас интересненького. В пупырчатую пленочку. Ой, еще и в пакетике. Это у нас Porsche. Да, это у нас Porsche. Как запечатано-то мощно. Сейчас открываем. Конечно же. Вот это четкая, кстати, моделька. Все машинки я старался, чтобы были выполнены из металла, но здесь как-то все комбинировано. Половина пластик, половина металл. Не открывается. Есть также инерционный механизм. Это без света звука. Соответственно, если будет модель подороже, будет свет и звук. Открываются дверки. О, здесь уже салон такой поинтереснее идет. Класс. О, а здесь, смотрите, багажничек открывается. Клево. Наверное, и капот как-то можно открыть. Только как? Вот так хлопнем. Нет, капот все-таки не открывается. Слишком уж много хотим. Фара здесь оптика пластиковая идет. Ну, в целом очень похоже, да, на Porsche. По-моему, это 911, если я не ошибаюсь. А так напишите свое мнение в комментариях. Аккуратное зеркальце с одной стороны. Здесь зеркало отсутствует, но его, я так понимаю, и не должно быть. Здесь у нас вот оно вместе с дверью. Погнали дальше. Открываем. О, ребята, что это за тачка? Давай, ставь на паузу, пиши комментарий. Конечно же, это всеми любимая Приора. Вот так вот. И получаем вот такую вот. Ну, сбоку очень даже похоже на Приору, да? Передняя часть выглядит вот так вот. Ну, тут как-то не очень, но тем не менее похоже, ребят. Резиновые покрышки, инерционный механизм. Работает. Дверки открываем. Ох ты, какие там сиденья квадратные. Квадратыши такие. Оптика задняя покрашена.
Ну, вот так вот. Ну, в целом, даже пороги окрашены. Этот, какие-то модели, да, делают, даже пороги не окрашены. А эта моделька за 200 рублей, считай. Тут все окрашено. Диски, кстати, прикольные. Вот кому нужны, например, на тюнинг какой-нибудь, да? Или запчасти. В общем-то, в целом, нормал. Нормал. Дверь чуть-чуть у нас с этой стороны. Ну-ка. Ну, руль там, видите, какой. Ну, прикольно. Мне нравится. Мне нравится. Давайте посмотрим, что в коробке идет. Интересно знать. Опа. Так. Оп. Достаем. Ух ты, здесь что-то тоже интересненькое. Тоже в пакетике. И это, по-моему, если я не ошибаюсь, ребят, это BMW-шечка. BMW-шечка. Ну, такой металл, знаете, такой прям легкий чувствуется. Но диски красивые, сразу могу сказать. Вот диски, да и вот эти все как бы выступы сделаны. Оптика передняя пластиковая идет. Вот так вот. Это BMW X3M. Декалечка какая-то приклеена. Оп! Ба! Обалдеть. Смотрите, открывается, да, и там моторчик у нас. Ну, имитация, так сказать, мотор. Может, еще багажник? Нет, багажник нет. Открываются двери. Ну, на руль здесь пожалели совсем. Совсем маленький его сделали, не знаю. С этой стороны посмотрим. Ну, говорю, на какие-нибудь, может быть, там проекты у вас есть, еще что-нибудь. Купил, не получилось, ну, не жалко. Инерционный механизм есть. Ну, такая вот BMW. Масштаб, конечно, у них у всех разный. Не 43-й, никакой. Что же здесь? Вот, смотрите. Осторожно, хрупкое. Давайте посмотрим, что здесь у нас хрупкое. Как тебе открыть-то? Так, сейчас. Оп. Что же здесь будет? Прям коробка. Дороже модельки, мне кажется, стоит. Интересно, мне тоже интересно. Таких у меня две коробочки. Осторожно, хрупкая. Сейчас мы... Опа. Так, и здесь у нас Dodge. Dodge, по-моему, ну, по крайней мере, внешний вид мне напоминает это Dodge. Да, Dodge. Тут прям надпись Dodge. Смотрите, открывается также багажник. Ну, вот, как бы вот стекло, видать, мешает. Открываются дверки. Салон. Салончик открываем здесь. Опять на руль пожалели. Это из серии вот этой BMW-шечки, ребят. Ну, чё ж ты? Ну, ладно. Капот не открывается. Передняя часть. О, четко прям. Прикольно. Кстати, диски у нас прям такие же идут, как у BMW. То есть, ну, снизу вот так выглядит. Ну, клево. Потом в конце напишите, какая вам моделька понравилась. И, ну, давайте напишите, да, допустим, я вам напишу точную цену. Смотрите, у нас здесь стоит BMW масштаб типа 1.43 вообще. Давайте ее посмотрим. Что это? А, это RMZ City делает. Так, сейчас я пакет этот оторву. Неудобно на камеру. А вы рассматриваете, смотрите, какие крошки. Так, вот она. RMZ-шечка. Что-то там с колесиками как-то непорядок, что ли. Я, кстати, их вообще не стал проверять, заморачиваться. Что прислали, то прислали, поэтому ничего не могу сказать. Ну, блин, смотрите, какая детализация снизу. Прям вообще отвал башки, как говорится. Эта машинка до 200 рублей. И у нее, смотрите, какая прям выхлоп сделан. Четко. Четко. Конечно, не знаю, попадает она в масштаб 43 или нет. Здесь, смотрите, покрышки у РМЗ в основном пластиковые. Но, тем не менее, они вот такие вот идут. Как бы более-менее похожи. Нет никаких инерционных механизмов. Спереди очень даже похоже. BMW X6. Здесь будет довольно-таки детальный салон все-таки. Ну, потрясающе, потрясающе. Конечно, может быть, не попадает в масштаб, но тем не менее, ребят, ничего не открывается. Прям здоровское.
Блин, вообще от таз, блин. Поехали, вот здесь посмотрим, что у нас ждет. Так, вот это сюда, подвинем сюда. Обязательно жду от вас мнения, потому что, ну, самому интересно. Здесь Вейли, смотрите. Ну, не знаю, здесь, наверное, не Вейли. Давайте вот так ее вытащим, и все. А, ребята, это может быть и Вейли. Это... Хо-хо-хо! Это Волга ДПСная. ДПСная, МЧСная, короче. В общем, все вместе. Вот. Волга 3110 или 11. В общем-то, вот такая вот моделька. Резиновые покрышки на колесах. Инерционный механизм, мигалочка на крыше. Здесь у нас ДПС, здесь у нас МЧС, а здесь просто помощь. Чтобы все было уже. Помощь, МЧС, ДПС. Нормально, нормально. Открываются двери, салон вот так выглядит. Ну, в целом так-то похоже, конечно, узнаваемо, да, что это Волга. Но по факту, конечно, грубовато сделано. Оптика пластиковая идет. Задняя часть просто окрашена. Снизу выглядит вот так. Тоже бывает со светом, звуком. Это, конечно же, пустышка. Оп. Такс. Давай вот это. Давайте. Давай. Я себе говорю. Давай откроем вот этот. И что здесь у нас? Кто догадается? Пиши комментарий. Ну-ка. Как думаешь? Это, я могу сказать, классика. И это, ребята, шистик. Ух ты. Тут чуть-чуть. Бумажечки какие-то. Вот такая вот тюнингованная шестерка. Смотрите, на больших колесах. Дворники с лобовым стеклом. Люк даже сделали. Задняя оптика окрашена. Инерционный механизм. Вот так вот двери открываются. Вот такой вот салон идет. Здесь у нас типа имитация вот этой сетки, чтобы стекло заднее отмерзало, так сказать. Ну, в общем-то, вот такой вот шедеврик. Снизу вот так. Так, поехали дальше. Интересно. Вот это, кстати, тяжеленький пакетик. Не знаю, что здесь. О, это Веста. Это, ребята, Весточка. Смотрим ее. Прям, вот, знаете, этот Автопанорама была или кто там, я не помню, Автоград. Вот, по-моему, прям из этой серии. Это не Веста, это Lada X-Ray. Здесь вот так вот у нас спереди. Оптика пластиковая идет. Дворники с лобовым стеклом. Черная крыша. Открывается у нас вот так вот. Ох ты ж! Ну тут вообще прям миниатюрно все. Даже нет руля, его просто нарисовали там на пластике. На штампах. Оп! Открываем здесь. Ну, короче, как-то так. Нет, это далеко не Автоград. Или там Автопанорама, не помню. Это что-то совсем прям простое. Ну, спереди похоже. Похоже. Сзади, ну, не знаю. Короче, ставим. Что-то красных прям машинок у меня много. Что-то в большой коробке идет, видите? А вот здесь вот что-то интересное. Здесь такой прям в маленьком вот этом идет. Давайте его откроем. О, какой-то грузовичок. Какой-то PlaySmart даже. Я вот не помню, что заказывал. Так, бумажка осталась. О, тут все открылось. Малюсенький грузовичок. Какой масштаб здесь не указан. В общем, серия вот такая. Можно собрать разных. Ну, короче, он мелкий вот такой вот. Если увидите, он на картинке большой. Я думал, большой будет. Это Mercedes Actros. Все здесь окрашено идет. Покрышки пластиковые, соответственно. Ну, сзади вот так вот выглядит. Снизу вот так. Ну, а-ля Hot Wheels. Ну, хотя не Hot Wheels. Короче, посмотрели. Давайте в коробочку. К коробочкам опять переходим. Переходим к коробочкам. Открываю их. О! Что-то желтенькое. Что-то желтенькое. Это ламба, ребят. Это ламба или... Ламба. Вот она. Выглядывает. Красавица. Четкая тоже. Прям... Вот, тоже, можно сказать, прям четенькая. Оптика пластиковая сзади идет. Колорадо, да? По-моему, так правильно. Или Колорадо. В общем,
Пишите свое мнение в комментариях, как правильно, я уже забыл. Давно я такие тачки не снимал. Резиновые покрышки, смотрите, какой прикольный диск. Инерционный механизм у нас присутствует. Открываются двери. О, двери с дверными картами. Салон, ребят, четкий прям. Прям здоровский салончик. Ну-ка, открываем здесь. Я смотрю вот тоже на модели, иногда камеру, то есть моделька из камеры уходит, потому что ну, прям неожиданные иногда вещи можно найти. Ну вот это прям нормально, и в масштаб, мне кажется, 43 попадает. Снизу выглядит вот так, смотрите, по лицензии типа даже сделано. Ну здоровская, здоровская. Так, осталось что, 3 коробочки, давайте вот эту большую вскроем, посмотрим, что здесь идет. Из русской серии. Да, ребят, это газелечка. И тоже я ее купил до 200 рублей. Хух, крутые тачки. Новинка, гарантия качества. Ну, давайте посмотрим на качество. Крутые тачки. Так. О, даже прикручено. Даже прикручено. И где же моя отверточка здесь? Были отверточки и нету. Пойду за отверточкой скажу. Тут недалеко, вы пока посмотрите на моделюшки. Мнение свое, рейтинг составьте. Что лучше, что хуже. Откручиваем. Откручиваем. Так. Беру сюда. Ну такое. Это я, по-моему, снимал такие газели. Они немножко уже идут оригинала. И как-то обрублен вот нос вот здесь. Но в целом, что мы получаем? Пластиковые колеса. Здесь что, звук есть? Здесь есть звук? Один? Один, но есть. Прикиньте, и светятся даже фары. Так, давай выключим. Меня вот этот звук немножко раздражает. Не знаю, как вас. Короче, вставлю туда. Открываются двери. Вот так вот выглядит салон. Даже похож руль на газелевский. Открываем здесь. Посмотрим. Ну, больше ничего не открывается. Остекление везде. Люк на крыше. Снизу выглядит вот так. Тут выхлоп какой-то. Ну, в целом, оптика задняя окрашена. Ну, в целом, пойдет. Пойдет. Зная, за сколько я приобрел. Так, что здесь в этой коробке? Открываем тоже, чтобы уже неудобно там на камеру. Здесь открою за кадром. Думайте, думайте, что вам понравилось. Пишите, кстати, в комментарии, что вам снять. Достаю, вот она. Хоп, достаем. И это... О! Подождите, подождите. Это то, что я думаю. Это пятерка тюнингованная. Вот, ребята, вам для тюнинга учиться делать модельки. Как раз, правда, корпус похож на шестерочный, но, тем не менее, и фара задняя похожа, да? Но, как бы не знаю, так вот внешний вид похож. Вот он, комплект, шестик, пятерка. Пятерка побольше. Резиновые покрышки, инерционный механизм, все присутствует. Вот запчасти бампера можно снять, например. Колеса тоже куда-то применить. Снизу выглядит вот так вот. И у нас завершающая, так сказать, моделька осталась. В коробочке идет также. Сейчас мы ее найдем, где тут вскрыть. И посмотрим. Не знаю, серия, конечно, интересная. Даже прям неожиданные вещи можно приобрести. Сейчас же еще, знаете, проблема в чем? Многие продавцы используют нейросети, и моделька на картинке получается очень оригинальной. Как взять вот с этим грузовиком. Он казался мне таким большим. Здесь у нас всеми вами любимые, ребята, золотой гелик. Ну, он не золотой, конечно, желтый. Вот. И поэтому, чтобы вы понимали, что вы получите, я вот решил такую рубрику сделать. Ну и тем более, может, кто-то ищет дешевую какую-нибудь модельку. Я выбирал более-менее такой прям не сильно плохой, потому что есть прям вообще ужасные варианты. Я выбирал более-менее похожий. Ну вот гелик, да? Согласитесь, тоже такой интересный. Инерционный механизм. Вот такие вот диски. Резиновая покрышка идет. Салон прям
довольно-таки похож. Ну, двери, понятное дело, без рамок открываются. Ну, тем не менее, открываются. И салон довольно-таки добротно сделан. Может, кому салоны нужны, да, колеса там. Вот, запаску можно снять, куда-нибудь приделать. Сзади у нас оптика просто окрашена. Да, может, вы хотите диораму какую-нибудь сделать. Это вообще типа Брабус даже. Типа, ну, здесь вообще они не стали заморачиваться. Они просто сделали гелик. Это гелик. Вот такой вот обзор сегодня, ребята. Смотрите, еще раз на эту красоту. И газельчики, и приоры, в общем-то, и Нивасы. Напишите ваше мнение, что вам больше всего понравилось, какую бы вы хотели, например, приобрести, а может быть, я их вообще разыграю. Ну, это я подумаю, потому что как не делаешь розыгрыш, он почему-то никогда не получается. В общем-то, все, ребят, с вас лайкос. Пишите обязательно комментарий. Все, всем добра и всем, самое главное, нет, наоборот, всем пока и всем, самое главное, конечно же, добра.